Здравствуйте, уважаемая Инга, Яна и все подписчики «Ведьминой избы». Сегодня я хотела бы записать голосовую благодарность Инге за ее труды, работы, благодарность силам и рассказать о том, как изменилась моя жизнь за последний год. 2025 год начался для меня с увольнения. Я уволилась с места работы, где мне постоянно приходилось делать ритуалы от людей, которые меня доводили до нервных срывов и всяко пакостили мне. И мною был сделан ритуал найти работу по душе. Совершенно случайно ночью я просматривала объявление на известном сайте, и буквально на следующий день мне позвонили и предложили работу. Я устроилась туда, меня сразу взяли, и я устроилась на хорошую должность с хорошей заработной платой. То есть я ничего абсолютно не потеряла, но при этом все разительно изменилось в моей жизни. Был прекрасный коллектив, и есть он сейчас, и меня ценят как работника, что немаловажно. Я делала много ритуалов в начале прошлого года, и один из них был ритуалом «Дай нужная фортуна». То, как сработает этот ритуал, для меня всегда загадка, но в этот раз это было, как и обычно, собственно, просто ошеломляющий результат. Я узнала, что я беременна. Ровно год назад, до момента беременности, я потеряла того ребенка, первого ребенка, первая беременность. Опять же, из-за стрессов на работе. И я узнала, что я беременна во второй раз. Было переделано в этот момент очень много ритуалов. Я сделала все возможные ритуалы, которые только нашла на сайте. Это был оберег землей для беременных. Закрепить плод в чреве. Это когда берешь воду и читаешь на 4 стороны света. И также пригласила душу родного человека в свой дом. Я не могу передать словами, как я рыдала, когда делала последний ритуал. У меня было действительно ощущение присутствия родного человека. Мне на протяжении всей беременности снились сны, в которых я видела бабушку. А однажды даже приснился сон, в котором кто-то осматривал мой живот, и женский голос в конце сказал о том, что будет у тебя здоровый Али. Довольный голос такой. Так и получилось. И в конце этого года, в конце 25-го года я попала в больницу, где мне предстояло уже рожать. Попала я в больницу на 37-й неделе. И родила я в начале 41-й. Я месяц прожила в больнице, и все врачи ожидали того, что я рожу сама. Но, как уже и говорила Инга, что ритуал закрепить плод в чреве не проходит для женщины. Очень сильный ритуал. И что в конце, наверное, придется готовиться к кесареву сечению. Я услышала это, я знала, я готовилась к этому. И в конце беременности, уже на 41-й неделе, мне пришлось настоять на том, чтобы меня кесарили. Также были во время беременности мною проведены ритуалы, а также было и обращение к Иштар, к Инанне. Я просила эту богиню в моменты отчаяния, просто просила
о том, чтобы мои страдания не были, чтобы у меня не было излишних страданий. В нашей стране, как я узнала позже, кесарево сечение никто не делает по требованию. Его делают исключительно по показаниям. В результате моих УЗИ, скринингов, никаких показаний у меня не было. Я в свои 37 лет была, как выразились врачи, абсолютно здоровой женщиной. И нас таких, как было много. Инга говорила о том, что в 2025 году будет очень много женщин возрастных, которые будут рожать. Совершенно верно. Я пролежала месяц в роддоме, и там были абсолютно все, практически все мои ровесницы, даже старше меня, женщины по 47, и, по-моему, одна была 53 года. Вот это было прям, как бы показатель. И рожались, все ходили в основном с девочками, как было сказано в предсказании прошлого года. И было мною произведено, я обращалась к богине Иштар, начитывала ритуал для легких родов. Начитывала я их на протяжении месяца, но никак роды не начинались. Живот был уже огромный, мне было очень тяжело ходить, у меня были сильнейшие отеки, но врачи говорили ждать. Показаний для кесарево сечения у меня не было, и обращение к Иштаре, я так понимаю, сработало таким образом, что мне удалось достучаться до заведующей отделением и попросить ее взять меня на кесарево сечение. И, как оказалось, совершенно не зря, потому что мой мальчик родился довольно крупным. 33 килограмма 960 грамм. С учетом того, что у меня не было никаких предвестников родовой деятельности, я действительно не смогла бы родить сама, как и предупреждала Инга. Так сработал ритуал закрепить плод в чреве. Прям рекомендую, если у кого-то бывают такие проблемы, с учетом того, что первая у меня была беременность замершая. Этот ритуал действует от и до. По поводу того, как сработал ритуал, пригласить душу родного человека в дом. На протяжении всей беременности я чувствовала поддержку. Я знала, что меня слышат. Меня действительно охраняли все 9 месяцев. Меня просто носили на руках. Я чувствовала это, и это спокойствие, можно объяснить, конечно, гормонами, но это не так, потому что были сны, в которых ко мне приходили, в которых меня успокаивали. Это очень много значит. И когда я приехала с ребенком уже в родной город, мне очень много хотелось сказать моим родным, моей любимой бабушке, к которой я обращалась, и поблагодарить ее, свой род и, конечно же, Ингу за те ритуалы, которые она нам так щедро с нами поделилась. После родов хочу сказать отдельная благодарность за ритуал от раны, когда начитываешь на рану и делаешь движение, как будто зашиваешь эту рану. Этот ритуал сработал настолько сильно, что это было ошеломляюще даже для врачей. По поводу, как сработал ритуал залечить рану. Врачи были немного шокированы этим, потому что я начитывала его, как в больнице, где придется.
Тем более у меня палата была на 2 человека. Я восстановилась настолько быстро, что уже на 3-й день могла полноценно бегать, можно и так сказать. После кесарево сечения нам делали много уколов в живот для предотвращения спаечного процесса, для быстрейшего заживления. При выписке девочкам назначали эти уколы делать дома. До 60 уколов. 30-60, по месяцу колоть. Мне назначили всего лишь 3. То есть я выписалась, сделала 3 укола и отлично жила при этом, себя чувствовала. Очень удачно прошли роды. Быстро, легко, очень легко восстановилась. И самое главное, то, что сейчас у меня есть сын, на котором я мечтала всю свою жизнь. Это невообразимый подарок. Я хотела записать голосовое сразу, но не могла, потому что как только начинала говорить на эту тему, у меня начинали выступать слезы на глазах. Собственно, это такая... Я никогда не думала, что я смогу стать матерью, что я смогу сама родить человека. И когда я увидела своего ребенка в первый раз, это было, наверное, любая мать меня поймет. Не я одна это переживала, но это величайшее счастье, которое только может испытать женщина. Когда ты просто берешь ребенка на руки, ты обретаешь не только смысл жизни, но и понимание этого мира. Этот ребенок открыл во мне новые грани. Я не знала себя с этой стороны. Я всегда была жестким человеком, но тут скала растаяла. Я не знаю, я уверена, что все поймут меня. Те, кто рожал, у кого есть дети, они поймут меня. Те, кто не рожал, и те, кто страдает, как я страдала раньше бесплодием, я могу присоединиться к Ингиным словам. Усыновите ребенка, и сверху вам дадут, сверху вас поблагодарят за это, так как поблагодарили меня. Но материнство для меня было вот именно данное конкретное, это просто благословение. Я как будто бы поняла этот мир, иначе посмотрела на него. Это рождение моего сына перевернуло меня. И этого бы не случилось, если бы не Инга, если бы не ритуал, если бы не боги, если бы не силы. Этот путь, на который я встала, когда стала сначала слушательницей, потом активно начала делать ритуалы Инги. Если бы я не встала на этот путь, я не знаю, как бы сложилась моя судьба. Но то, что произошло в моей жизни, перевернуло меня. И единственное, что могу сказать, ритуалы меняют жизнь и меняют судьбу человека. Еще раз хочу поблагодарить вас, Инга. Большое, огромное человеческое спасибо. Этого всего не произошло бы, если бы не вы. Это очередное чудо, которое вы подарили нам, мне и нашей семье, нашему роду. Благодарю вас
Спасибо вам большое. Вы очень сильно поддержали меня, когда у меня был первый выкидыш. Я не знаю, помните ли вы, но вы на тот момент написали мне, что у меня будет второй ребенок. Так и получилось. Это огромное счастье. Спасибо вам большое. За все спасибо, Инга.